Представь себе человека, чье имя годами произносили только шепотом. Человека, к которому не подходили без приглашения. Человека, чье слово в определенном мире могло решить чужую судьбу быстрее, чем любой судья. И теперь этот человек сидит под холодным светом полицейской лампы. Без привычного окружения, без статуса, без той ауры неприкосновенности, которая, казалось, будет с ним всегда. Камера пишет, следователь задает вопросы, и в этот момент рушится не просто чья-то личная история, рушится целый мир. Как вообще выглядит момент, когда человек, которого годами считали неприкасаемым, оказывается в обычном кабинете для допросов? Что происходит, когда за закрытой дверью встречаются два мира? Тот, где все решалось по своим правилам, и тот, где решают протоколы, статьи и холодные факты. Кто сохраняет спокойствие, а кто впервые понимает, что привычные правила здесь больше не работают? Москва видела многое. Громкие задержания, резонансные операции. Но самые интересные истории начинаются не в момент задержания, они начинаются потом, когда исчезает шум улицы, когда заканчиваются мигалки, когда двери кабинета закрываются, и начинается разговор, от которого уже нельзя уйти. Сегодня мы заглянем именно туда, куда обычно попадают только следователи, оперативники и те, кто оказался по другую сторону стола. Мы разберем, как ведут себя люди, привыкшие жить по своим правилам, когда оказываются в системе, где их прошлый авторитет больше ничего не гарантирует. Какие фразы звучат в первые минуты, что пытаются скрыть, на чем ломаются самые хладнокровные, и почему иногда самый короткий вопрос оказывается страшнее любого обвинения. Но самое интересное не сами задержания, самое интересное это лица, взгляд, паузы между словами, те секунды, когда человек понимает, что привычный сценарий пошел совсем не так, потому что именно в такие моменты маски начинают трескаться. Досмотри до конца, потому что некоторые из этих кадров и историй показывают не ту картинку, которую привыкли видеть зрители в фильмах или криминальных легендах. Здесь все намного напряженнее, намного тише и от этого намного интереснее. А перед тем, как мы начнем, если тебе интересны такие истории, реальные разборы громких задержаний, допросов и криминальных фигур, обязательно поддержи это видео лайком и подпишись на канал. Для тебя это всего один клик, а для канала это огромная помощь. Именно лайки, комментарии и активность помогают этим видео попасть к большему количеству зрителей. Напиши в комментариях, какой момент из подобных допросов кажется тебе самым напряженным. Первые секунды задержания, молчание в кабинете или сами вопросы следователя. От души благодарю за поддержку. Фамилия, имя, отчество. Фамилия, имя, отчество. Число, месяц, год рождения. 14 октября 71 год. Смотрим в камеру. Родились где? Ташкент. Проживаете? Ташкент. В Москве проживаете? Где? Центр. В центре. Вором в законе являетесь? Да. Кличка? Это не как Как между вами Бахти, называют? Ташкент. Бахти Ташкентский? Ваша фамилия, имя, отчество. Панюшин Виктор Михайлович. Дата и место рождения. 58 сентября, 13 сентября. Место рождения. Татария. Точно. Населенный пункт. Альметьевск. Место регистрации. Курск. Гражданином Российской Федерации являетесь, да? Последние несколько лет где вы проживали? Это везде. На Украине, в Турции, на Кипре. Что вас связывает с Украиной? Я родился в Советском Союзе, чтобы меня связывать. А почему вы оттуда были выдворены или уехали? Ну, так же, как и здесь. Меня гоняли, вот я уехал туда дальше, в Турцию. Понял. Ранее судимый? Общий срок в местах лишения свободы. 25, я не знаю, может больше. Вором в законе являетесь? Являюсь. Вор? Вор. Погоняла? Кличка? Нет, Прозвище? Виктор. Так знает. Понял, спасибо. Пожалуйста. Представьтесь. Борисов Константин Геннадьевич. Число, месяц, год рождения ваш. 2 ноября 1969. Место рождения. Город Туртино, Московская область. Адрес прописки. Город Кимры. Тверская область. Улица Гражданского, дом не помню. Давно прописались там? С полгода где-то назад.
с полгода. Последний судимый за что у вас? 148, 162, 161. Наказание вы где отбывали? Я много где бывал. Срок? Срок 14. Освобождались? С Красноярска, с больницы. Вор? Да. Имя воровское, погоняло, кличка? Костырь. Татуировки на теле? Ну, на теле нет. На другой руке? Ни на другой нет. На теле нет татуировок? Не, могу показать. Показываем, показываем. Тело чисто. А на плечах? Нет. Ага. Фамилия, имя, отчество, представьтесь. Минашкин Георгий Карлович. Дата вашего рождения. 20.04.72. Где вы родились? Города Чамчира, Абхазская ССР. Гражданин какой страны вы являетесь? Гражданином Российской Федерации. Зарегистрирован по какому адресу? В городе Москве фактически где проживаете? Точный адрес не могу сказать. В районе Митина. Вы ранее судимы? Ранее, да, давно. За кражу. Последняя судимость в каком году? 2013. Также за кражу? Да? Отбывали наказание в местах лишения свободы? Нет. Срок был условный? Да. Вы являетесь вором в законе? Нет, гражданин Российской Федерации. Контакты с ворами в законе поддерживаете? Ни с кем, с так называемыми, как вы говорите, не поддерживаю, никого не знаю. Когда-либо присутствовали на так называемых сходках? Нет. Вот ваши фотографии есть в интернете, где вы присутствуете с другими ворами в законе, такими как Ну, может быть, не исключаю. Ахмадов. Может быть, не исключаю, кто-то из таких и присутствовал, или застолье, там, день рождения и так далее. Ну, вы были в этот момент? Нет, ни при каких так называемых встречах не присутствовал и ни с кем не общался. А в Турции вы были? В Турции был, да, я же говорю, был неоднократно, бывал погостить и обратно. Вам фамилия Гладзаби о чем-то говорит? Да, говорит, родственники, двоюродные братья у меня есть такие, Гладзаби зовут Константинович. Кем он приходится? родственники. Ну, насколько близкий? Ну, не дали, можно сказать. Ну, не семья, но родственник. Где он проживает? Я не знаю, не видел уже после войны. Вы отбывали наказание с фамилией Гладзаби? Может быть, раньше, после войны, во время войны документами пользовался. Не отрицаю. Семья, дети? Да, есть семья, 2 детей Где они проживают? в Грузии. Представьтесь, пожалуйста, Жураковский Владимир Васильевич. дата рождения, 63-й год, 31 октября. 1 октября. О том, что находились в федеральном розыске, вы знали? Знал? Даже в международном. Да. А за что находились в розыске, знали? Ну, не знал. Косвенно. В настоящее время откуда прибыли? С Танзании, с Африки. Танзания. Ранее судимы? Ну, не судим уже. В каком 23 году? года. В каком году по последний раз судимы? В 92 году, 144, 89, 12 лет. В криминальной среде России какой-нибудь статус имеете? 51 статья. Ранее Все вопросы с адвокатами. имели статус какой-либо? 51 статья. Все вопросы с адвокатами. Ясно. Спасибо. Фамилия, имя, отчество.
Агоев Георгий Шалович. Место рождения. Город Тбилиси. Число, месяц, год рождения. 25.06.1973 года рождения. Ранее судимый? Да. Когда, где? 2006 год. Екатеринбург. Общий срок? 11 лет. Воров в законе считаете? Я вопроса не понимаю. Ну, вор, не вор. Депутатом Государственной Думы не являюсь. Не являетесь. Депутатом Государственной Думы никакого созыва не являюсь. Постоянное место регистрации. С какой целью в Москве? С супругой приехал. Давно Детям приехали? подарков купить. Недавно. Ну как недавно? Месяц, два? Нет, дней 6, наверное. Около недели. Когда планируете уезжать? В ближайшие дни. А где проживаете в Москве? Я не знаю адреса этого. Фамилия, имя, отчество. Баркал Владимир Степанович, 1949 года, 15 июля. Прописано проживать в настоящий момент где? Пушкина, Московской области, микрорайон Серебрянка, дом 27, квартира 21. Ранее судимый? Судим, погашены судимости. Лицом категории воры в законе себя относите? Что? Лицом категории воры в законе себя относите? Воры в законе вообще это понятие. Значит, Вы вор? Значит, был воровал, значит, судили, как говорится. В законе такого понятия вообще нет. Сейчас вы вор? Свое. Вы вор? Поймают меня за воровство, значит, меня. То есть вы не вор? Андрей Майкович, значит, я, значит, это... Вопрос простой. Значит, не Вопрос состою, простой. Вы да, вор? Не в законе. А что, значит, и у меня мировоззрение какое, значит, это, значит, мое. И, значит... Татуировки на теле есть? Как? Татуировки на теле есть? Татуировки? Есть. Покажите. Вот, значит, это вот, значит, потом расскажу. Вот татуировка. И, значит, вот татуировка. И последний. Нет, еще вот это. Еще одна есть на животе, Андрюш. Ну, значит, это показывать тебе? Ну, конечно. А что с такого? Значит, вот. Значит, вот все. Значит. Владимир Степанович, вопрос последний по существу. Краткий вопрос, краткий ответ. Вы вор? Значит, я же сказал, что, значит, это глубоко мое, значит, мировоззрение. Простой вопрос, простой ответ. Простой, Вы вор? вот простой ответ. Значит, какой простой ответ? Вы простой, вор? значит, мировоззрение мое такое, значит. Воровское? Да, воровское, значит, то есть, значит, ну, не с кем, значит, как говорится. Имя, отчество. Ахабер Пепер Гурамович. Число, месяц, год рождения. 74-26 сентября. Где родились? В Саленджихе. Где прописаны, зарегистрированы? Постоянно? Да. В Саленджихе. Саленджиха это где находится? Грузия. Гражданином какой страны вы являетесь? Грузия. Ранее судимый? Судимый. Где, в каком году, за что? Ну, не помню, короче, уже, честно сказать. Ну, за что? По России, короче, один раз. Смотрим видеокамеру. По России один раз сидел. За что сидели? Полгода. За что За сидели? хулиганство. За хулиган. Еще за что сидели? Больше ни за что. Больше ни за что не сидели? На территории Грузии? На территории Грузии, да. За что сидели хотя бы? За побег. Еще за что? За угон машин. Все, да? Да.
Так, видеокамеру смотрим. Вором в законе являетесь? Четко, ясно. Вы вор в законе, да или нет? Я живу, короче, нормальным жизнью. Я вам задаю конкретный вопрос. Вы являетесь вором в законе, да или нет? Нет. Вы не вор в законе, правильно я понял? То есть вором в законе вы не являетесь, не принадлежите к ворам в законе, то есть и никогда им не были вором в законе. Никогда вором в законе не были, да? Я вам задаю вопрос, вы когда-нибудь были вором в законе? Нет. Никогда не были. Здесь в Москве где проживаете? На Шобинский переулок, дом 12, страница 15, короче. Не помню что-то. Квартиру не помните? Ну, Как давно страница находитесь? 12, На да. территории Российской Федерации. Вот там по визу и по документу посмотреть четко не помню. Где-то 2 месяца. 2 месяца. Прибыли из Грузии, да? Так, повернитесь, пожалуйста, влево, голову повыше. Так, и в обратную сторону. То же самое. В обратную сторону смотрим. В обратную сторону. Так, теперь на меня смотрим. Так, теперь боком повернитесь, руки опустите, руки отпустите, татуировочки ваши снимем красивые. Обязательно. Так, и второй бок. Так, руки перед собой вот так руки. Вот так вот. Моечкой, да? Моечкой. Так, и вот тут, пожалуйста, да? Угу. Что означает татуировки? Ну, брат, я говорю, спокойно. А что означает татуировки, которые у вас на плечах? Ты сам смотришь, что означает. Ну я не знаю, что это. Я тоже не знаю. Вы не знаете, да? Да. Так, и Какими данными вы задерживали? Меня задерживали раньше? так, руку держим. Так, на меня смотрим, Кахабир Георгиевич. Так, значит, в Москве чем занимаетесь? Сейчас работать хотел устроить. Где хотели работать? В стройке. Кем? Бригадиром или там кем-нибудь, ну кому удалось бы, короче. А до этого где-нибудь работали? Вот в Москву приехали 2 месяца. Работал. Где работали? Ну так подрабатывал, короче. А кем подрабатывали? Ну, рабочим. Ну, рабочим где? Где? Рабочим это понятие обширное такое. Где? На монтаже. То есть вы работали в шиномонтаже, колеса бортировали, да? Смотрите в камеру. Ну и сколько зарабатывали вы денег? Я не помню, но сколько я зарабатываю, короче, не помню. Работали в шиномонтаже. В Хорошо. Москве под какими данными вас задерживали? Учить делать нечего, что ли. Я тебе сказал, короче, у тебя по компьютеру выплела, что ли. Сами главное, я не в России. Баришария, короче, был справка Баришария, короче. И Какача. Нет, моя фамилия Кахапипия. Я же Задерживались по данным? Ну да, останавливали, короче, Каха, а скажите, пожалуйста, Пипе, ваш отец вором в законе был? Нет. Не был? Нет. Ваша фамилия, имя, отчество? Тарджан Янзарич Владимирович. Число, месяц, год рождения. 1974, 16 сентября. Где вы родились? Город Тбилиси. Зарегистрирован по какому адресу? Где здесь? В России? Вы зарегистрированы? Да. Да, Северная Осетия. Адрес точно знаете? Дом 147, улица Карла Маркса. Вы Частный дом. гражданином какой страны являетесь? В России. Как давно вступили в гражданство Российской Федерации? Лет 11-12. Фактически вы где проживаете постоянно? В Москве. Адрес знаете свой? Да. Какой? Буховской. Да. Ранее судимы? Не помню. Ну, были судимы? Привлекались к уголовной ответственности? Привлеклась. Как давно? Какие статьи? Давно это было. 90. Что-то какое-то мелкое, я не помню. Ну что совершили-то, за что? Не помню. В местах лишения свободы находились вы? Да, находился. Это было на территории Российской Федерации или это еще в Грузии? Российская Федерация. Где отбывали наказание, помните? Да, конечно, в Ярославской области.
Колония? Колония. Понятно. Вы себя относите к категории вор в законе? Нет, Никогда не были? никогда не было. Чем занимаетесь в настоящее время? Бизнесом. А в чем бизнес заключается? Что вы делаете? Кафе, рестораны. Грузинское. Кафе, ресторан. Ну, вы там кто? Учредитель. Учредитель? Представьтесь, ваша фамилия, имя, отчество. Сулейманов Вагиф Мадат Агуй. Место и год рождения. 15.08.65 год. Грузия, Тбилиси. Гражданином какой страны являетесь? Лицо без гражданства. Где зарегистрирован? В Москве. Москва, Бутово, улицу не помню. Фактически проживаете где? Там же. Там же? Чем занимаетесь в городе Москве? Бизнес. Источник доходов какой ваш? Бизнес. Какой бизнес? Разный. Ранее судимы? Бывало. Общий срок в местах лишения свободы? Не помню сейчас. Последняя судимость за что? Последняя судимость, вымогательство. А где отбывали? Сколько? 1 год. 1,5 года. Ваш статус? Гражданин. Вором в законе являетесь? Я не отвечаю на эти вопросы. Ну, вор, да или нет? Не отвечаю на эти вопросы. Спасибо. Меня не надо снимать. Слушай, я что-то не понимаю, ты Не, меня не надо снимать. Что здесь Я диалога стесняюсь, не мне не будет. надо. Здесь диалога не будет. Здесь монолог. Фамилия, имя, отчество ваше, представьтесь. Борисов Константин Геннадьевич. Число, месяц, год рождения. Народный град 1969. Где вы зарегистрированы постоянно? Калужская область. Ранее Город судимы? Калижин. Ранее судимы? Судимый. Статья какая? 161, 162. Срок какой был у вас? 14 лет. 14 лет. Отбывали вы где? где отбывали? Ну я много где был. Последний срок. Освобождался в Красноярске. В Красноярске? С Красноярска да, освобождался. Понятно. Вором в законе себя считаете? Кому надо, я отвечу, кем я себя считаю. Вы вором являетесь? Я, кому надо, я отвечу. Вы ощущаете себя вором? Я не хочу с вами разговаривать. За ваше местонахождение. Как понять, ощущаете себя вором? Я знаю, кто я. Кому надо, я Вы не отвечу. понимаете вопрос? Тихо, на полтона Нет, кому пониже. надо, я На отвечу. полтона Значит, вы пониже. считаете, нам необходимо отвечать? Вам нет. Понятно, хорошо. Тогда вы здесь с какой целью находитесь? Покушать приехал. Покушать. Да. Вы за наркотики судимы ранее? Нет. Ни разу не судимы. Нет. Употребляете Не вы употребляю. анашу, Нет. героин, кокаин? Нет, не употребляю. При себе запрещенные Нет. препараты есть? Нет. Вы... Здесь мальчики приехали? или кто? Не мальчик. Тогда надо нормально относиться, если к вам нормально относится пока. Задай еще раз вопрос. Вопрос Ответьте еще на раз. камеру. Вы вором в законе являетесь? Являюсь. Уголовное. Число, месяц, год рождения. 09.03.70. Место рождения. Сигнальский район, Подвиг, Грузия. Гражданин какой страны являетесь? Россия. Место регистрации. Ростов, проспект Шолохова. Там написано, я не помню. Проживаете по этому адресу? Нет. Вором в законе являетесь? Я не отвечаю на такие вопросы. Не знаю. Вы вор? Я не отвечаю на этот вопрос. Когда-то были вором? Я не отвечаю на этот вопрос. Фамилия, имя, отчество. Сулейманов Вагиф Мадат Агуй. Число, месяц, год рождения. 15.08.65. Криминальным авторитетом являетесь?
Я не отвечаю. Вор? Не отвечаю. Вы на вор? Не отвечаю на такие вопросы. Хорошо. Фамилия, имя, отчество. Иванов Алексей Николаевич. Дата и место рождения. 2304. 72. Место рождения. Москва. Где зарегистрирован? Здесь. Ну, адрес. Поселок Лутинки, дом 6. Вал Лутинки. Понял. Меняли ли вы свои установочные данные? Фамилию? Да. Нет. Ранее судимы? Нет. Привлекались ли к уголовной ответственности, находились в следственных изоляторах? Нет. В армии служили? Нет. Ранее где-то работали? Нет. На что живете? Источник Бизнес. ваших доходов? Бизнес, да. Ну вы сами занимаетесь бизнесом? Ну как-то, как могу. УАСП, ООО, вы генеральный Нет, директор? сейчас нет. Был. Было на вас ООО какой-то, вы были генеральным Ну, директором? живу. Вы официально женаты? Нет. По какой причине? Так как-то, без причины. Вором в законе являетесь? Ой. Ну хватит уже, 100 раз. Если говорю бизнес, наверное, я где-то... Нет, нет. Вы ответите да или нет? Вором в законе являетесь? Вор. Вы вор? Где рядом, что я говорю, и где... Нет, я вас спрашиваю конкретно. Я Вы же вор? отвечаю, ну как надо Нет. сказать? Да или нет? Тут простой вопрос. Ну, так просто отвечаю, что где я был, когда, если бизнес... Я понял. Вы вор? Это простой, прямой ответ. Что я украл? Нет. Да или нет? Что я украл? Не обязательно нужно воровать. Ваш криминальный статус как вора. Какой статус? Какой статус? Вор. Вы мне сейчас уже сколько Нет, часов... я говорю, вы вор, ответьте да или нет. Пожалуйста, не могу больше. Нормально разговариваю. Понял, спасибо. Представьтесь. Сильвиан Саркис Карапетович. Откуда прибыли? Прибыли с Турции. Так, гражданином России являетесь? Да, конечно. Зарегистрирован Кабардино-Балкария. Кабардино-Балкария. Ранее судимы? Да. По каким статьям? Ну, некратно. Однократно. Вором в законе являетесь? Никого я ничего не крал. Фамилия, имя, отчество? Борисов Константин Геннадьевич. Год рождения? 2 ноября 1969 года. Место рождения? Московская область, город Протвино. Проживаете? Город Кимр, Тверская область, улица Гражданская, дом 9, 21. Где работаете? Нигде. К категории воры в законе себя относите? Да. Уголовная кличка? Костыль. Ранее судимы? Да. По какой статье где отбывали? Ну, я сейчас не помню, последние 14 лет срока. 161, 162, 148. Судимость погашена? Нет. Последняя не погашенная. Вышел, тепнул. В связи с чем задержали? Ну, в ресторане кушал, не знаю. Фамилия, имя, отчество. Батов Хазыр Азмарович. Дата рождения. 31.03.63 года. Место рождения. Город Нальчик. Гражданин какой страны являетесь?
России. России. Откуда вы сейчас прибыли? С Турции, город Анталия. Вы были депортированы? Я сам не понял. По какой причине? Тоже не понял. Но у вас закончился вид на жительство. Вид на жительство закончился, да, и, как я понял, по этой причине. Там, когда вид на жительство заканчивается, подаешь протест пишешь, находится на законных основаниях. Сколько вы пробыли в центре для миграционно задержанных? 3 месяца. 3 месяца. И без объяснения причины отправили в Россию. Правильно? Вчера вечером пришли прямо так, без объяснения, без ничего. В России ранее отбывали наказание? Да. Общий срок? Общий срок? Да. Отсиживаем? Да. 15 там с копейками. 15. А статьи какие? 144 и 190 это старый кодекс. По старому. Последняя судимость? Последняя судимость в 2015 228. 1,5 года условия. Я помню. Вором в законе являетесь? 51 статья. 51-я? Конституция Российской Федерации? Понял. Представьтесь, пожалуйста, фамилия, имя, отчество, число, месяц, год вашего рождения. Стаказуб Сергей Николаевич, 70-го года, 31 мая. Уроженец? Ростовской области. Зарегистрированы где сейчас? Фактически где проживаете? Там же и проживаю. Ранее судимы? Очень давно. Статьи помните? Нет. Общий срок в местах лишения свободы? Тоже не считал. Статус в криминальном мире имеете? На такие вопросы. Вором в законе являетесь? Не отвечаю. Вы вор? Не отвечаю на такие вопросы на камеру. Татуировки имеются на теле? Покажите, пожалуйста. Вы видели? Ну, сейчас мне туда это, сними, пожалуйста, покажи. Надо для оперативного видео. Так. Ага. Одна только, Николаевич? Ага. Это еще по малолетке, да, делали? Да. Все. За что задержаны, Не понимаете? знаю, меня озвучили. Все хорошо. Отчество. Христофоров Василий Александрович. За что вы задержаны? Без понятия. При каких обстоятельствах произошло задержание? В аэропорту. В каком? Шереметьево 2. А что вы там делали? Прилетел. Откуда? Откуда? С отдыха. А где отдыхали? В Дубаях. Понятно. Ваше положение в криминальном мире? Не по существу вопрос. Что значит не по существу? Я не отвечаю на такие вопросы. Ранее судимы? Да. По каким статьям? 93-й прим. Где отбывали срок наказания? ИТК 4. В какой области? Нижегородская. Какой период времени это произошло? 92-98. У вас это единственное было, скажем так, задержание и отбывание срока наказания? Да. Где проживаете? Нижний Новгород. Адрес? Березовская 94, 152. С какого периода там проживаете? 2 года. А где вы родились? Нижегородская область, город Дзержинск. Число, дата и место рождения? 12 марта 72. Поверните, пожалуйста, в профиль. Теперь фас. В другую сторону, пожалуйста.
Обратно. Поверните в профиль. Фас. В другую сторону. Обратно. Фамилия, имя, отчество? Борисов Константин Геннадьевич. Число, месяц, год рождения. 2 ноября 1969 года рождения. Где зарегистрировано? Тверская область, город Хим. Понятно. На территории Московской области давно находитесь? Когда? Сегодня? Да. Ну, приехал Вы сегодня. приезжаете просто, да? Да. Вором в законе являетесь? Да. Уголовное имя? Костыль. Ваша фамилия, имя, отчество? Калашов Захар Князевич. Число, месяц, год вашего рождения? 20 марта 53. Где вы родились? Тбилиси. Гражданином какой страны являетесь? Гражданин России. В каком году гражданство приобрели? А я грузинское не имел. После Союза я остался. Сразу же стали гражданином Российской Федерации. Официально зарегистрированы где? В Москве. Адрес? Дом 272. Это квартира. 272. Да, квартира, извините. Дом 7, корпус 2, квартира 22. Да, извините. Угу. Ранее судимы? Да. Общий срок в местах лишения свободы сколько провели? Всего? Всего. Да, всего. Ну вот последний. Последний срок сколько? Вот этот? Да. 8, получается. По какой статье отбывали наказание? 163. 163. Вы сегодня освобождаетесь в связи с чем? В связи с болезнью. Болезнью, да? То есть не в связи со сроком отбытия наказания? Нет, в связи с болезнью. В связи с болезнью. А что у вас? Глаукома. Угу. Где собираетесь проживать на территории Москве. Российской Федерации? В Москве. По адресу регистрации? По этому адресу, да. По адресу регистрации. У вас со зрением проблемы? Вы прочитать сможете документ? Нет. Или вам лучше прочитать его? Не смогу прочесть. Значит, Захарий Князевич, Министерство внутренних дел в моем лице по освобождению вас из мест лишения свободы вынесло вам официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, административных правонарушений, решение которых относится к компетенции либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения. Понятно вам, да? Так как мы предполагаем. Кстати говоря, вы назовите мне ваш статус в криминальном мире, если таковой имеется. Гражданин России. Вы вором в законе являетесь? Я гражданин России. Вы вором в законе, вы гражданин России. Значит, Главное управление уголовного розыска МВД России располагает сведениями, что вы, то есть Калашов Захарий Князевич, возможно, имеете криминальный статус так называемого вора в законе, который обязывает, согласно соответствующим негласным нормам и правилам всех лиц, имеющих более низкий криминальный статус, подчиняться вашей воле, указаниям и распоряжениям. Вы непосредственно в состоянии организовывать так называемые криминальные сходки и участвовать в их проведении. Указанные действия создают условия для совершения противоправного деяния, ответственность за которое предусмотрена статьями 210 прим. 1 и 210 часть 1, а также 282.2 это организация экстремистской деятельности. Вам это понятно? Настоятельно вам рекомендуем данные действия не совершать. Значит, бумага вам от имени Министерства внутренних дел объявлена. Вы расписываться будете? Нет. Не будете. Значит, мы вам ее огласили, копию вам сейчас вручим, официально это все задокументируем. Вам все понятно? Да. Все, спасибо.
Представьтесь. Ну, Супрамадзе Амиран Шалович, 57-го года рождения, 4 января. Откуда прибыли? Сейчас Турция прибыл. С какой целью? Ну, чтобы прийти в свою страну и хотя бы вернуться, но Ранее судимо? ранее судимы. Несколько раз судимы. Сколько раз? В каких годах? Где-то 6 раз. По каким статьям? По-моему, не считается это. За паспорт там 2 года сидел, ну, я не знаю. А по статье, ну, не помню. Была кража, была сообразительной власти, была, значит, была 78-й, Какое у вас имя? Вымогательство тоже. А? Имя какое? Как вас? Амиран. Амиран? Амиран. А ребята Ну, на улице как? Сопот зовут. Сопот зовут? Сопот. Вором в законе являетесь? Ну, это тут раз сказки рассказывают, не хочу на то серьезно отвечать. Не хочу. Фамилия, имя, отчество? Гулашвили Тимур Азазикович. Число, месяц, год рождения. 57-й, 13-7. Место рождения. Город Кутайс. Ранее судимы? Да, несколько раз. Последний судимый за что? Где отбывали? Дубай. Хабаровский. Судимый за что? Состав? Ну, 228. Часть? Вторая. Вернись, пожалуйста, с левой стороны. С другой стороны. Представьте, пожалуйста, вашу фамилию, имя, отчество. Бабанов Александр Владимирович. Дата вашего рождения. 15 сентября 70-го года. Где вы родились? Город Тюмень. Зарегистрирован по какому адресу? Фактически вы где проживаете, по какому адресу? Там и проживаю. Совместно с кем проживаете? Один. Не один. Вы ранее судимы? Не помню даже. Ну, судимости имеются или нет? Нет. Не судимы. Категория вор в законе себя относите? Вы вор? Вы не хотите отвечать или ну, что-нибудь скажите? За что вы сегодня задержаны, вы знаете? Александр, вы знаете, за что задержаны? Вы не хотите отвечать дальше на вопросы? Ознакомились в этом? Прочитал, да. Прочитали. Значит, засвидетельствовали свое. Я прочитал. Ну, то, что вы прочитали, надо подпись поставить. Именно то, что вы прочитали. Да, я не хочу. Объяснять причины будете отказа от подписи? Ну, не хочу я подписывать. Без объяснения причин, да? Ну, уважение к правильно? следователю. Нет, подождите. Я Уважение. Вот я камеру с вами разговариваю. Это... Уберите камеру, поговорим. Уберите камеру. Камеру уберите и поговорим. Мы не бандиты, мы не пришли с улицы откуда. Мы не бандиты. Камеру уберите. Мы... Шоу не надо устраивать здесь. Это не шоу. А зачем камера? Это не шоу. А зачем камера-то? Но такова служебная необходимость.
Город Воронеж. Точно адрес. Город Воронеж. Где вы проживали? В Воронеже? В Воронеже? Да. Улица Клиническая, это, значит, до 65-го года, значит, дом 3, квартира, вернее, дом 58, квартира 3. Как давно в Москве? До года с 81-го. Место жительства в Москве? Пушкина, микрорайон Серебрянка, дом 27, квартира 21. Ваш род деятельности? В смысле? Без смысла, прямой вопрос. Деятельности. Чем занимаешься? Периодически работал, периодически в тюрьме сидел. Род деятельности, сама деятельность. Как кормите? За счет чего? За счет Материальные труда. средства. За счет труда. Какого характера труда? Умственного. Умственного? Да. Где идет реализация умственного ума? В какой области? Да по-разному. Вопрос. Приведите пример. Такой пример. Самый простой и удобный для вас. Ну, значит, секрет бизнеса. Сейчас знаете. То есть вы занимаетесь бизнесом, я правильно вас понял? По-разному. Принадлежность к криминальному миру, есть ли какой-либо статус в рамках? Да, ну что вы провокационный вопрос задаете? Повторить вопрос? Ничего, зачем повторять? Ну, тогда отвечайте. Есть статус. Озвучьте его. Как? Озвучьте его. Да, можно. Вы вор. Да. Как давно, где короновали? Да ну что вам глупости говорить, просто задавить. Давно. Всю жизнь. Вы с самого рождения вор, да? Мне кажется, что глупости говорите вы. Ну, считаете, что глупости, значит глупости говорю. Были ли ранее судимы? Да, на судимости погашены. Статья? Да разные. 147, 144, 56. Какие года привлекались к уголовной ответственности? 66, 67, 70, 75. Последний раз, 99. Подкидывали патроны, наркотиков, отпал наркотиков. А патроны остались. Как стоит Хаттабыч стреляли. Как вас называют в криминальных кругах и под каким именем вас знают? Я думаю, вопрос не глупый. Можно ответить, да. Блондин. Ага. Вас устраивает? Лишь бы вас устраивало, и вам в жизни было комфортабельно. Да комфортабельно вам, а не мне. Если за комфортабельность говорить. Фамилия, имя, отчество. Число, месяц, год рождения. 2 ноября 69 Где родились? Московская область, город Протвино. В настоящее время где зарегистрировано? Город Кипр, Тверская область. Адрес точно. Улица Гражданская, дом 9, квартира 2. Проживаете фактически где? Ранее привлекались к уголовной ответственности? Привлекались. За что и на какой срок в последний раз? Последний раз на 14 лет. По какой статье? 148, 161, 162. К лицу категории вор в законе себя относите? Я не знаю, что такое вообще. О чем вы говорите? Я гражданин Российской Федерации, что такое в законе, вы мне объясните? Каким-либо криминальным статусом обладаете? Нет. Какие статусы? Что это царь, как барон? Какие у меня статусы? Арсенал Нузар Григорьевич. Откуда прибыли? Из Турции. По каким предлогам? Вас сами выехали? Ну, можно сказать и сами, можно сказать не сам. Ну, доставили сюда. А регистрация где имеется в Москве? Нигде. Ну, где прописано? Нигде. Выписано. В Тбилиси? Выписано. А ранее судимы? Да, судим. По каким статьям? Какой срок?
Ну, за хранение. Еще запрещено что-то? Ну, я не знаю, оказалось, да. Я когда освободились? 19, 18, извиняюсь. А надзор был у вас в России? Может быть, не помню. Не помните? Ну, к категории лиц воры в законе себя относите? Вот это все провокационное, это я оставил по себе. Задаю ему вопрос, у вас есть с собой при себе лечебные предметы, снимали, что вы что снимали в кармане? Снимали в кармане. Вот. Ну кто мне вложили, снимали, вы кто? Мы вам снимали? Ну ваши сотрудники. Конкретно вы можете сказать? Конкретно мне вложили и снимали, как это? Я вытащил оказывается, я вытащил оказывается. Вот она сюда, вот, что-то пиханули сюда, вот, видишь, что пиханули. Дмитрий, смотрите, пожалуйста. Что там находится? Я не знаю, что это. Это вы лучше знаете. Нет, что я вас? Я думаю, вас спросить. Нет, я вас спрашиваю. Я вас спрошу, что это? Что у вас в кармане? Я ничего высунули. Дмитрий, видите, да, что это в кармане? Я не знаю, я вас спрошу, что это? Дмитрий, вы видели? Пусть пояснит, что это такое. Поясните, что это такое. Я должен вас просунуть, командир. Что это такое? Скажите мне. А почему вы меня должны спрашивать? Потому что вы меня сунули, вы. Я лично вам. Ваша команда. Наши люди меня вам ничего не совали. Не нужно идти на провокации. Пишите. Вас лучше знаете. Вы-то лучше знаете. Что я знаю? Что касается, ну ладно, хватит полемики, давайте. Да. Гранулообразное вещество. Так, откуда было известно? Из правого кармана. Брюшка, поклонники, все. Фамилия, имя, отчество. Бачуле Бачугишало. Число, месяц, год рождения. 1963 года рождения, 29 октября. Где вы родились? В Грузии, город Поты, улица Илья. В настоящее время вы прописаны и проживаете где? В настоящее время освободился 5 дней назад и приехал в Омск, здесь, где находится, учатся в школе. Сколько у вас судимостей? Сколько судимостей? Сколько судимостей и последняя судимость за что? Последняя судимость за что и лекарство оказался в кармане. И сейчас тоже не знаю, что осуждены. в моем кармане. Осуждены вы когда? У вас последняя статья. Осуждение за что? 228 второй час 3 года. Наказание вы где отбывали? Здесь. Отбивал наказание, освободился с Омска. Освободились с Омска. Так, везде там был, я знаю сейчас. В настоящее время, сегодня, в настоящее время, за что задержано? За что задержали? Ехал в больницу и в кармане, не знаю, сотрудники остановили, в кармане что-то оказали потом, я не знаю. Ваш статус какой? Мой вор в законе. Вы вор? Как? Вы вор? Я вор. Ваше имя? Начальник. Уважаемый, в камеру смотрим. Бачук мое имя. Бачук. Татуировки на теле есть у вас? Здесь имею одна, это фикс. Показываем. Вот. И больше ничего нигде нету. Левой стороной повернитесь. Другой стороной. Другой стороной. В камеру смотрим. Ваша фамилия, имя, отчество? Резников Сергей Викторович. Число, месяц, год рождения. 5-68. Место рождения. Город Электросталь. Ранее судимы? Да. Общий срок в местах лишения свободы? 16. Статьи?
Все не помню. Ну, основные перечислить. Ну, Так. 144-я, 212-я, 188-я. Проживали ли вы за границей длительное время? Проживал. В каких странах? Эмираты и Рига. В каком году прибыли в Россию? В 18-м. Я так понимаю, вас депортировали. Запреты въезда в каких странах стоят? Европа и Эмираты. Вором в законе являетесь? Я гражданин Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации. За что сегодня задержаны? Понятия не имею, задержали. Понял. Хорошо, спасибо. Сергей Викторович, поверните, пожалуйста, левым боком. Правым. Лицом ко мне. Ваша фамилия, имя, отчество? Борисов Константин Геннадьевич. Число, месяц, год рождения. 2 ноября 1969. Ранее судимы? Судим. Когда, по каким статьям? Я сейчас не помню. Понятно. Где проживаете? Калужская область, город Кременов. Понятно. Зарегистрирован там же? Да. Понятно. Сейчас можно руку вашу, да? Чуть-чуть подснять. Ну, в основном на руке, да, вот? Все, понятно. А вором в законе являетесь? Что это такое? Я уже отвечал до этого. Ну, да или нет? Я не знаю, что такое в законе. Дети сейчас будут вопросы задавать? Нет. Фамилия, имя, отчество, дата рождения. Так, готов? Да. Фамилия, имя, отчество свое назовите, Юрий пожалуйста. Степан Кимович. Дата рождения. 1953, 7 ноября. Где родились? Город Тбилиси, Грузия, Республика. Где проживаете сейчас? Ростовская область. Ранее судимы? Да. Сколько раз, по каким статьям? Неоднократно. Что вот эти рисунки у вас на теле обозначают? Это? Да, это. Это память. Это покойная мама моя. Брюки сестра. поднимите, пожалуйста, до колена поднимайте брюки, просто по одной штанине. Вторую штанину. Все, опускайте. Подскажите, пожалуйста, за что вы задержаны? Я не знаю, я 51-ю статью взял. Понятно. Вором в законе являетесь? В смысле вором? Ну, да или нет? Ну, в смысле вором в законе? Есть такое понятие, вор в законе. Ну, я старый вор. Число, месяц, год рождения. 25 сентября 69. Фамилия, имя, отчество. Авдиян Виталий Джазоевич. Уроженец. Где родился? В Алдане родился, Якутск, СССР. Гражданином какой страны являетесь? С 92 года проживаю здесь, в России. Я скажу девушку. А гражданином какой страны являетесь? Грузия или Россия? Нет, Россия. Объясни, где ты. Зарегистрировано где? Нигде не зарегистрирован. Без определенного места жительства? Да. А здесь что делаете? Здесь в гостях находился. Лечился здесь. От чего? Ну, болею, у меня цирроз печени, азот, почек, да, здесь много чего. Целый букет. Вором в законе являетесь? Я человек, командир, да что за вопрос? Конкретный вопрос я задал. Вором в законе являетесь? Если да, так да, нет, так нет. Да, нет. Вором в законе являетесь? Повторяю вопрос. Повернись, боком повернись. Кто принимал, с какого времени?
В другую сторону. Ваша фамилия, имя, отчество. Карло Корнелевич, год. Число, месяц, год рождения. 10 января 1970 года. Уроженец какой страны и города вы являетесь? Грузия. А город? Чагатаускский район. Ранее судимы были по каким статьям? Назовите, пожалуйста. Да, 2 раза. Статьи? 115 и 218 ружье вроде был тогда. Да, 218. Это какие года? Это 96-й первый срок. А суд был в Грузии или В Москве Коптевский суд. Коптевский. Судил Коптевский суд 1,5 года дали. А сроки 1,5 года? Да. А далее какие статьи были судимости? А у меня был разбой, оправдали по оружию и сопротивление был, перебили на 115-й. Но милиционер был в вольной форме, и я и не знал милиционер. На суде перебили, разбой 146-й был, оправдали. А второй срок тоже 146-й, кража, переделали на разбой. И 7 лет дали. Это какие годы? 99 год поймали, в 2000-м отсудили. Еще судимости имеются после? Вот и сейчас 18, 2 года, 2 месяца скинули. Сейчас. Гражданином какой страны являетесь? Грузии. Грузии. То есть покинете Российскую Федерацию? Да. Ну и главный вопрос. Вором в законе являетесь? А как-то я не отвечаю на такие вопросы. Как-то. Право имеете. Ваша фамилия, имя, отчество? Число, месяц, год рождения. Вором в законе являетесь? Маймушев Айтхали Мукашевич. Число, месяц, год рождения? 10 апреля 1958 год. Гражданин какой страны? Казахстан. В Москву как давно прибыл? Так, позавчера. Цель визита? Ну, приехал. Все равно все через Москву, куда не ехать. С этого Горного Алтая. Все ясно. Вором в законе являетесь? Это имя, да. Имя, которым вы гордитесь, я так понимаю, да? Не, ну именем как можно? Все правильно. Погоняло, прозвище, как называют? Ну, я родом с Семипалатинска, а так с детства Леха зовут. Леха Семипалатинск. Все ясно. Знаете, за что задержат? Нет. Знаете? Но меня сейчас и в Горном Алтае задерживали. Сюда отправили. Я позавчера приехал, все, с номера не ухожу. Зашел водки выпить. Вы ранее судимы? Ну, много, они не перечислишь. Тем более они менялись, эти статьи. Ну, а что совершали? Что за статьи, чтобы понимать? Ну, было и хулиганство, было там, джентльменский набор, как говорится. Что это значит? Ну, оружие, наркотики. Понятно. Последний раз судимость за что была у вас? Ну вот, стреляющая ручкой. Фамилия, имя, отчество? Резников Сергей Викторович. Число, месяц, год рождения ваш? 16.05.68. Ранее судимы? Да. По каким статьям, когда? 144, 103, 108, 112, 212, 188.
Все РСФСР или УК? Все РСФСР. А 103 это и было? СССР и РСФСР вообще. Ну, СССР еще, да, было? А 103 это убийство? Да. А когда? Кого? Как? При каких обстоятельствах? Да, я уже не помню. А кого? Не помню ни фамилии, ничего. Не, ну знакомый, незнакомый. Не, заказной, не заказной. Нет. А 109 это что? 108-я. 108-я. Тяжкий телесный. Тяжкий телесный. А побег у вас? Побег был? Был. В каком году? В 91-м. Ну, в 91-м. На обстоятельства какие? На свободу хотел. А на чем? На паровоз. Паровоз где взяли? В лагере взяли на рабочке. На промзоне? Угу. Хорошо. Еще вопрос такой. То вы так называемым вором в законе являетесь? Имеете Я статус? гражданин Российской Федерации. Хорошо. А криминальное имя ваше? В криминальном мире какое? Меня Сергей зовут. Сергей, да? Так вором в законе являетесь или нет? Я гражданин Российской Федерации. Фамилия, имя, отчество ваше? Калашов Захар Георгиевич. Число, месяц, год рождения. 20 марта 1953 года. А где родились? В Тбилиси. В Тбилиси, да? А где проживаете? Зарегистрированы где-то? В Москве. Адрес? Ясенево. Адрес помните? Да, конечно. Улица генерала Тюленева. Угу. Дом 7, корпус 2, квартира 272. Угу. Я понял. Вы прибыли к нам из Испании, да? Да. Я понял. Там вы сидели сколько? 8,4. 8,4, да? А всего приговор какой был? 9. 9 лет, да? Я понял. Ну, ранее судимый, это понятно. Я так думаю, что вором себя считаете? В криминальном... Это не я считаю, это меня считают. Вас считают, да? То есть, но в криминальном мире вы Да. считаетесь как вором в законе, правильно я понимаю? Ну, меня так называют, по-моему. Понятно. Так-то я человек. То есть, так-то вы человек хороший, да, ну, Да, всякие, всякие люди. Не сторонник украсть, не сторонник отнять, по-моему, да. Все, понял. Да. Все, спасибо. А фамилия, имя, отчество? Первый Тенгиз Надарович. Место и год рождения. Город Тбилиси, 1973. Вы ранее судимы? Да. По каким статьям? 158. Один раз судимы? Да. Срок наказания где-то был? Полгода. А где? Сперва Матросский, а потом Коми СССР. Понятно. Какое положение вы занимаете в криминальной среде? В смысле? Вором себя признаешь? Ну, конечно. Чем на жизнь зарабатываешь? В данный момент так болею, что ничем. Понятно. Где короновались? Узи. Понятно. А кто за вас подписывался? Это обязательно, что ли? Ну скажите. Не скажу это. Понятно. За что задержаны сотрудниками УБОП? Сейчас? Да. 228. Угу. Что у вас находилось при себе? Наркотическое вещество. Употребляете? Иногда, да. Давно? Не очень. С какого периода примерно? Систематично я не употребляю. Ну, где-то 5 лет уже. Понятно. Тенгиз, какая у вас кличка в криминальном мире? Нет у меня клички. Нету, да? Понятно. В криминальной среде какая у вас кличка? Ну, как я Тбилисский, Тенгот Тбилисский. Понятно. А поверните, пожалуйста, в профиль. Теперь на камеру. Теперь в другую сторону в профиль. Обратно на камеру.
Тенгиз, задержаны вы по подозрению в совершении какого преступления? 228 часть 1. Помимо наркотиков, какие вам обвинения были предъявлены? Никаких. Только это. Разбои, грабежи на территории Москвы совершали? Нет. Категорически, да? Понятно. Вы давно освободились? Да. Когда? Когда судили 158 часть 2, Угу. это был 2001. Угу. То есть получается, помимо 228 у вас еще было и 158, да? Кража. Понятно. Где в Москве проживали? Постоянно нигде. Снимали квартиры? Да. А чего украл тогда? Марсет. Где? В районе Бирюлева. Угу. Понятно. Из большой был сахар. 15. Тебе, значит, надо шоколад есть или не надо, я понять не могу. Шоколад я ем, когда уровень сахара низкий в крови, а сейчас высокий. Ну, короче, кроме воды еще тебе купить, сигареты еще купить. Если можно. Вообще нельзя такие. Там Какой не ты дает хочешь? боли. Кент? Кенчик. Но мы поговорим, чтобы тебе дали курить. Давай. Поселение было. А, поселение. Ну, я не выходил, как сразу на больнице. В обмен. Да. Ну, хожу, конечно. Ну, давно уже стадников не было, что ли? Ну, больших, да. Не, почему? В Лужниках тогда В было. Лужниках 120 воров, говорят, было, да? Я там не... Подход не очень. Да. Мелко, знаешь, как ночью. Поехали. Что-то там, что-то поехал. Искал как? Где лежал?